Так, друзья, скажите, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно. Надеюсь, все в порядке. Так. Все, я прошу прощения за технические моменты, когда ты делаешь все сам. К сожалению, это очень бывает нелегко и накладывает определенные отпечатки. Все, надеюсь, с вами уже все хорошо в эфире. Так, друзья, хочу с вами сегодня пообщаться в такой спокойной, непринужденной атмосфере по поводу нашей профессии массажиста. Кто это вообще такие люди, что они вообще делают и почему они вообще существуют. Итак, мой идеальный портрет массажиста – это человек с медицинским образованием, и который умеет правильно работать с людьми. Именно подчеркну слово «работать с людьми», потому что профессия массажиста обязывает себя работать не только там с определенными какими-то группами людьми, а умение работать со всеми абсолютно людьми. Потому что к нам на, скажем так, на сеансы, да, проходят люди абсолютно разные. И дети, и взрослые, и пожилые, и абсолютно разные. И нам нужно уметь с ними работать. Потому что если мы не будем правильно с ними работать, находить какой-то общий правильный подход, находить общий язык, уметь с кем-то пошутить, с кем-то помолчать. То есть это очень тонкая такая многогранная работа и психолога, и специалиста, и врача, и медика, и то есть там очень-очень много всяких нюансов заложено. Итак, почему люди идут в массаж? Скажем так, потому что всегда будет востребованность на красоту, на здоровое тело, на здоровье, и всегда будет спрос на таких специалистов, которые умеют грамотно, правильно, четко, профессионально, без последствий оказать данную услугу. Почему я говорю именно услугу? Потому что все-таки мы представители сферы услуг. То есть мы оказываем определенные услуги. То есть мы, как многие почему-то обижаются, да, мы обслуживающий персонал. Пусть там мои коллеги меня закидают, но по сути мы обслуживаем людей. Пусть многие там ввиду своих каких-то, может быть, узколобных мышлений думают, что мы другие. Итак, мода будет всегда на красоту, на здоровье, это безусловно. И люди идут в эту профессию в надежде заработать очень быстро денег. Да, профессия, это, скажем так, не только по оказыванию оздоровительных услуг, но и еще по зарабатыванию денег. Деньги бывают достаточно легким и быстрым способом зарабатывания, потому что к вам пришел человек на стол, вы, скажем так, провели процедуру, человек ушел, вы деньги получили. Поэтому в какой-то степени это является быстрым способом зарабатывания денег. Но эта профессия на долгосрок. Почему на долгосрок? Потому что если вы правильно и грамотно общаетесь со своим клиентом, выстраиваете с ним максимально положительные и дружеские отношения, то в будущем клиент будет к вам возвращаться снова и снова. То есть на продолжении определенного какого-то времени. Многие специалисты, ввиду того, что хотят очень быстро, скажем так, срубить бабло, делают все очень некачественно, все очень быстро на тяп-ляп-тяп-ляп. И люди, естественно, это все чувствуют, они понимают и к ним не возвращаются. Итак, как все-таки зайти в эту профессию? Идеальные, скажем так, моменты без прикрас. В идеале, чтобы зайти в эту профессию, лучше всего получить медицинское образование. Это в идеале. Но опять же, я понимаю, что любой процесс обучения – это очень болезненный, очень кропотливый и очень сильный удар как по кошельку, так и по мозгам. Потому что человеческая сущность в своей природе, она крайне ленивая. И она не хочет учиться, развиваться, потому что сейчас мы живем в эпоху потребления.
и нам нужно здесь, сейчас и сию минуту. Никто не хочет ни над чем заморачиваться. Так и профессия массажиста. Люди идут, оканчивают двухнедельные курсы в надежде, что вот-вот сейчас они будут рубить бабло, и идут работать. Я, конечно, не знаю, какие специалисты с двухнедельными курсами получаются, могу только догадываться. Никого не осуждаю, каждый имеет право на свою, скажем так, специальную подготовку, будь то массажисты и прочие представители других профессий. Получить нужно желательно медицинское образование. То есть в данном времени сейчас оно уже более доступно, может даже получить хотя бы среднеспециальное образование. Отучиться либо на фельдшера, либо на медсестру, либо получить высшее медицинское образование. Опять же, это все зависит от вашего настроя, от вашего терпения и других ваших качеств. Получаете базовое медицинское образование, проходите переподготовку по медицинскому массажу, и дальше вы уже начинаете работать и развиваться. Процесс действительно на самом деле долгий, и многие думают, что вот, я сейчас пойду отучусь на массажиста, буду работать. Да, вы можете работать, никто вас в этом не упрекает, но, опять же, профессия массажиста требует того, что нужно постоянно учиться. То есть постоянно нужно обновлять свои знания. Выходят различные обновления в МКБ, то есть это международная классификация болезней. Постоянно обновляется список тех или иных противопоказаний. И за этим грамотный специалист обязательно следит. Почему я подчеркиваю, что нужно именно желательно медицинское образование? Потому что сейчас в эпоху, когда люди все читают, люди все понимают, у всех Google на руке, они приходят к вам с определенным посылом, и человек, не знающий того или иного диагноза, может просто сесть в лужу. И поскольку многие все-таки массажисты работают по сарафанному радио, то благая весть о данном специалисте разносится очень-очень-очень быстро. Поэтому я настоятельно рекомендую позаботиться о такой важной, скажем так, подушке вашей безопасности. Получили образование, переподготовились, пошли работать. Какие все-таки необходимо иметь качества, чтобы работать в этой сфере? По моему личному мнению, это максимальная стрессоустойчивость. Потому что люди приходят абсолютно разные, кричащие, истероидные, импульсивные. И вам, как человеку спокойному, нужно правильно находить с ними подход. Потому что если вы начинаете рефлексировать, начинаете отвечать в той же манере, ни к чему хорошему это в дальнейшем не приводит. Поэтому максимальная стрессоустойчивость. Первое. Второе. Чувство юмора. Потому что если вы обладаете чувством юмора, из любой конфликтной ситуации вы выйдете победителем. Потому что не все люди умеют конфликтовать правильно. Многие начинают отвечать на агрессию агрессией, и мы имеем потом в дальнейшем неблагоприятные последствия в виде потерянного дохода, в виде упущенного клиента и еще в дальнейшем негативные последствия на нашей репутации. Поэтому чувство юмора желательно тоже нужно иметь. Также чувство юмора необходимо, если вы работаете с пожилыми людьми, либо вы, если работаете с детьми, потому что это тоже крайне важно. Потом необходима пунктуальность, потому что если вы работаете в кабинете, либо вы работаете в клинике, либо работаете в салоне, важно приходить на свое рабочее место заблаговременно, чтобы клиент вас не ожидал. Потому что бывали моменты, когда клиент сидит, ждет, а специалиста нету. Клиент начинает стрессовать, он начинает нервничать. И он еще к тому же начинает потеть, и, соответственно, если потный пациент у вас лежит на столе, вам будет работать, крайне неудобно, если только вы не располагаете душевой кабиной. Опять же, когда человек в стрессе, с ним работать крайне сложно, его нужно успокоить в первую очередь. Потом, какие еще нужны? Максимальное чувство такта.
А есть клиенты, которые будут вас, скажем так, провоцировать на какие-то определенные темы. Допустим, религия, какие-то различные денежные вопросы, личные моменты. Вам нужно обладать максимальным чувством такта, чтобы уводить эти разговоры в абсолютно другое русло. Либо в свое, либо в абсолютно нейтральное. Важно четко не давать клиенту, чтобы он общался именно на интересующие его темы о вас самих. То есть, например, личная жизнь, сколько вы зарабатываете, сколько у вас клиентов и так далее, и так далее. И вплоть до ваших каких-то сексуальных предпочтений. Ну, это уже крайность. Потом, необходимо уметь четко и правильно формулировать свою мысль при работе с клиентом. Потому что если вы четко и правильно излагаете то, что вы хотите, клиент всегда вас будет слушать. Также необходимо правильно и корректно доносить свой посыл, что вы хотите конкретно. Потому что если вы неправильно говорите, человек неправильно вас понимает, и, соответственно, вы потом имеете негативные последствия. Так, какие еще могут быть качества? Ну, конечно же, это должно быть позитивное отношение ко всему. Если вы будете ко всему относиться позитивно, вам это будет намного проще и в работе с клиентами, и в работе вообще с людьми в целом. Потому что люди такие на самом деле существа, они очень приятные, они очень дружелюбные, и, как правило, то, какими вы являетесь, такими к вам приходят клиенты. Я сколько раз тоже работал в клиниках и в салонах, и мои коллеги по цеху бывает даже спрашивают: слушай, блядь, вот эти ебаные люди, они просто заебывают, они мозготрах, ну и всякие различные абсолютные выражения. Я когда искренне изумлением смотрю на своих коллег, я говорю: слушайте, где вы находите вообще таких людей? Потому что сколько я общаюсь с клиентами, ну, мне таких негативных моментов не встречалось. Ну, может быть, один раз всего за жизнь встретился, и все, и как-то нет такого. Поэтому позитивный настрой это наше все. Итак, какие бывают все-таки стереотипы в нашей профессии? Ну, давайте начнем с самого-самого такого распространенного, самого такого прям жаркого. Все массажисты занимаются и оказывают сексуальные услуги. Почему этот стереотип работает и откуда он идет? Возьмем, скажем так, немножко ответвление к области секса, да? Все наверняка, и я, и вы, когда, скажем так, перед тем, как заниматься сексом, да, у всех была прелюдия. У кого-то это ласки, у кого-то это поцелуи, и почти у 90% людей это включает легкий массаж. Для того, чтобы расслабить нервную систему, для того, чтобы настроиться самому, чтобы подготовиться, чтобы была уютная атмосфера. То есть создать максимально сексуальную атмосферу. И некоторые люди, думая, что вот мы сейчас сделаем вот такой массаж, и у нас что-то будет. И многие клиенты даже приходят: а можно мне там, например, массаж с окончанием, там, или а можно мне там как-то какой-то такой там массаж, тра-та-та. И опять же, грамотный специалист либо это уведет в другое русло, либо подастся на провокацию клиента и сделает то, что клиент, соответственно, хочет. Плюс этими способами нехорошими пользуются представители, скажем так, проститутки. Будем говорить честно. Проститутки, не эскортницы, не какие-то другие метафорические названия. Именно проституция. Активно используют наши навыки в работе с клиентами и тем самым порочат нашу профессию, потому что люди думают, что все массажисты, они проститутки. Вот они все там надрачивают хуи, там надрачивают пёзды, там мастурбируют, там вовсю всячески доводя людей до бешеного экстаза или сквирта. Есть, конечно, определенные специалисты, которые делают вот эти всякие манипуляции с гениталиями, но это совсем абсолютно другая категория специалистов. Они специализируются вот на вот этом. Мы их не будем брать. И люди, соответственно, насмотревшись, наслушавшись вот этого вот всего,
вот этих всех генитальных утех, приходя в наибезумнейший такой экстаз, думаю, что вот я сейчас пойду к специалисту, он мне тоже там надрочит хуй мой, там натрет мою маньку или еще что-то, и я буду такая блаженная и такой блаженный получать массаж. Вот, часто бывает, это провоцируют клиенты. Бывает, что это и провоцируют сами массажисты. Например, сколько я слышал случаев, когда массажист, либо массажистка, ну, я предпочитаю массажист называть, не склонять массажистка, там, кассирка, режиссерка, врачиха и так далее. Я считаю, что массажист – это массажист, как официант и официантка. То есть, ну, лучше не склонять, как по мне. То есть сами массажисты провоцируют клиентов на получение вот этих сексуальных утех. Там, например, дотронулись до кончика соска, например, там, не прикрыли там генитальку, например, там, массировали бедро, например, дотронулись до яичек, там, дотронулись до половых губ там, и так далее. И все, и клиент уже начинает течь, клиент начинает чувствовать сексуальное возбуждение, и все, и человек попадается в капкан, сексуальный капкан. Что из него делать? Многие попадаются и занимаются сексом с клиентом на кушетке. Такие тоже моменты бывают. Поэтому, если вы хотите идти именно в профессию и получить быстро денег, я вам рекомендую подключать именно сексуальные, скажем так, утехи. То есть надо мастурбировать, надо всячески ублажать клиента, если вы хотите прям по-быстрому, раз рубить бабло и все. Но опять же, важно понимать о другой стороне медали, что к вам будут ходить клиенты исключительно для получения вот этих вот развлекательных утех. То есть рассчитывать на адекватную публику не придется. Ну, либо, допустим, если кто-то будет вас рекомендовать, да, там, допустим, вот у меня есть классный там массажист, там, Алена, допустим, или там, допустим, Иван. И они такие, слушай, круто, говорит, это тот, слушай, так он же там пёзды вроде никак там дрочил там, или хуи сосал, говорит, ну да, вот это он, говорит, нет, слушай, я не хочу к тому специалисту. Поэтому важно четко понимать, с каким посылом вы будете идти в профессию. Следующий стереотип – это массажисты все извращенцы, и они все возбуждаются, когда видят и трогают тела. Итак, ну давайте начнем с того, что многие из нас, видя сексуальное обнаженное тело, испытывают какие-то различные эмоции, какие-то чувства, и все хотят его, скажем так, поюзать. Массажисты, скажем так, не исключение, но нужно понимать, что в первую очередь массажисты-медики, они смотрят на тело как мясо, точнее мышцы, кости, кожа. Все. Больше никак не воспринимать, потому что вот так работает мозг. Например, как урологи не сношаются со своими пациентами, видя каждый день члены. Гинекологи, всякий раз проверяя женские половые органы, тоже с ними не соглашаются. Проктологи, видя каждый раз анальные отверстия, они не будоражатся и не пытаются туда влезть. Поэтому также и массажисты, которые каждый день видят голое тело, они просто на это не реагируют. Ну, это, знаете, как как-то реагируют на стакан воды. Поэтому у меня тоже были моменты, когда мне клиенты спрашивали: слушай, Сережа, а вот там есть голое тело, там красивая девочка, или мальчик, у тебя там пися встает, там, или еще что-то. И когда я отвечаю: ребят, девочки, когда я вижу каждый день голое тело, да, я никак не реагирую, абсолютно никак, потому что меня это, уже вообще не возбуждает. То есть, придя на работу, у тебя включается такой тумблер. Хоп, ты переключился, раз, все, ты на работе. Поэтому это очень глупо полагать, что все массажисты на самом деле извращенцы. Есть отдельные, скажем так, игроки, об этих мы уже разговаривали чуть позже. Так, следующий миф – это то, что массажем может заниматься абсолютно любой человек. Не любой человек может заниматься массажем, потому что, делая массаж, вам нужно понимать, что вам нравится трогать людей. Люди приходят абсолютно разные, разного телосложения, абсолютно разные, и вам
нужно любить, трогать разных людей. Это не будут всегда только модели, там, либо спортивные. Люди будут приходить и средние, и разные, и с лишним весом, и худые, и тонкие, и с костями. То есть нужно четко любить всех людей, тогда вы будете любить свою профессию. И сугубо придя в профессию, говоря, что вот я буду там работать только с девочками-моделями там, или с мальчиками-спортсменами, нет, такого на самом деле никогда не было и никогда не будет. Это просто оставьте для своих влажных фантазий под одеялом. Люди будут приходить все подряд. Следующий стереотип – это массажистом может стать только человек с медицинским образованием. То есть учиться на массажиста может быть только имеющий человек медицинское образование. Массажу обучаться может абсолютно любой. Именно абсолютно любой, и человек с медицинским образованием, и без медицинского образования может учиться и удаленно, и онлайн, и офлайн, и как угодно. Но все-таки моя рекомендация для будущих специалистов – позаботьтесь о своем медицинском базовом образовании для того, чтобы повысить вашу квалификацию, привлечь других клиентов в свои ряды. И опять же, это повышает вас как специалиста в глазах клиента. Это просто рекомендация, это не абсолютное какое-то прям, что надо всем массово получать медицинское образование массажистам. Я бы в идеале бы даже тем, кто делает маникюр-педикюр, я бы тоже хотя бы рекомендовал получать медицинское образование. Потому что иногда слушаю там, когда говорят девочки-маникюрщицы, например, я вылечила грибок, да, интересно, каким образом ты могла его вылечить, как ты диагностировала тот или иной грибок, и каким образом ты его вылечила, там, бабка отшептала или как. Поэтому важно понимать клиническую картину того, что ты видишь. Но не об этом сегодня эфир. Следующий стереотип у нас будет касательно того, что массажисты у нас бессмертные. Что массажисты никогда не болеют, и они вот как супергерои спешат всем на помощь, и они прям вот всех-всех-всех спасут, всех вылечат. На самом деле массажисты довольно, скажем так, хрупкие существа, потому что, во-первых, мы целый день работаем на ногах, это раз. У нас постоянная физическая нагрузка, это два. Потом мы хапаем чужую энергию, будь то позитивная, будь то негативная, потому что мы в тесном контакте с людьми. И у нас присутствуют различные множественные профессиональные заболевания. В первую очередь это артриты и артрозы и повреждения кистей рук. В первую очередь это наши профессиональные. Далее идут варикозное расширение вен и различные проблемы со спиной, с плечами. То есть любая физическая работа, она человека убивает, даже и умственная. Поэтому работать это зло, на самом деле. Не работайте, лучше лежите на диване и получайте какой-то пассивный доход, если у вас есть возможность. Не работайте физически, это неблагодарное дело. Поэтому что у нас, какие еще стереотипы есть? Профессия, скорее это даже не стереотип, скорее это, наверное, такая фишка, то, что профессия востребована везде, где есть спрос на таких специалистов. А спрос на таких специалистов есть абсолютно везде, в любом уголке мира. Будь то Африка, будь то Антарктида, будь то что угодно. Там, будь то массирование людей, там, будь то массирование пингвинов. То есть абсолютно везде, где есть здоровое или нездоровое население. И массажистом можно работать абсолютно в любой стране, преодолев различные бюрократические моменты, и абсолютно выучить нужно язык страны, в которой вы будете, собственно говоря, работать. Поэтому профессия на самом деле хорошая, крутая, и на самом деле требует очень много усилий. Это и физическое, и эмоциональное, и энергетическое, и многие из моих коллег, кого я знаю по цеху, спустя несколько лет получают профессиональное выгорание, потому что работать каждый день с людьми и слушать их жалобы, слушать, о чем они говорят. То есть многие не выдерживают и просто уходят из профессии в какую-то другую сферу. Кстати, забыл еще одно качество.
массажиста, вы должны быть хорошим слушателем и хранителем всех-всех-всех секретиков, всех тайн, которые вам несут клиенты. Потому что если бы нам бы платили бы за все-все-все секретики и тайны, которые рассказывают, мы бы были бы с вами вообще очень большими бы крутыми миллионерами. Потому что человек по природе, он такое болтливое существо, он любит рассказывать обо всем, абсолютно обо всем. Ну, опять же, это может быть не с первого раза, потому что человек стесняется, он лежит абсолютно голенький, обнаженный перед вами, и тут вы так смотрите и ждете, ну что, давай, ну, рассказывай, что, давай там. И люди после того, как привыкают к вам после определенных процедур, там 2-3 сеанса, они порой могут вам выложить то, от чего вы, может быть, даже быть в шоке, то, чего могут не знать, например, и близкие, и родные. Поэтому вам нужно правильно и грамотно слушать то, что вам доносит. Вы можете там, например, поддакивать. У меня сколько было моментов, когда тоже лежала клиентка, и мне что-то очень бурно рассказывала, там прям эмоционально она так все время возбуждалась. И я настолько был погружен в процесс работы с ней, что я просто ей поддакиваю. Ну да, как бы, ну да, хорошо. И в один момент она посмотрела на меня, такая говорит: Сережа, ты слышишь, что я тебе говорю? Я так, знаете, так завис. Я говорю: слушай, честно, я настолько погрузился в работу с тобой, что я просто упустил нить разговора с тобой. То есть можешь повторить мне? И она такая говорит: Сережа, я же тебе рассказывала про это, про то, про пятое-десятое. И ты понимаешь, ай. Поэтому важно быть таким слушателем. И если вы чувствуете своего клиента, вы можете поддерживать разговор. Потому что есть клиенты, которые, придя на массаж, просто хотят расслабиться, ни о чем не говорить. И есть специалисты, которые этого не понимают и начинают им рассказывать: а вот это, а вот то, а у меня там кошка умерла, а там хомяк забеременел, а там попугайчика родила, там, а тещу хоронили, там еще что-то. И клиенту в большинстве случаев не нужно это знать. То есть нужно четко обладать тактичностью, то, о чем я говорил выше. Итак, что еще можно рассказать? Какие у нас стереотипы тут существуют? Ну то, что если вы массажист, то вы работаете абсолютно со всеми людьми, со всеми группами людей. На самом деле это стереотип, потому что спустя определенное какое-то время любой массажист выбирает себе специализацию. То есть что это значит? Например, я всю жизнь почти работал со спортсменами, и основной пул моих клиентов – это спортсмены. Например, там Настя работала с косметическими дефектами, там ей нравится там делать инсулитный массаж, там обертывание. Соответственно, у нее больше косметическое направление. Там у Пети работа с людьми, с детьми. Он там их очень холит, лелеет, прям обожает детей. Соответственно, он детский массажист. Например, какой-нибудь там, не знаю, Захар, к примеру, очень любит дедушек и бабушек, там, и старушек, и ему нравится работать с ними. Соответственно, это массажист геронтологии. То есть геронтология – это наука о изучении старчества, вот так обзовем ее. И поэтому люди часто приходят к массажисту, там, допустим, приводят свое чадо за руку, делай ему массаж, ты же массажист. А массажист, например, никогда не работал с детьми от слова совсем. Он теряется, и он не знает, что с этим делать. Соответственно, он либо отказывается, либо берет этого клиента, например, в ущерб себе. Поэтому важно тоже, это такой к клиентам, скажем так, посыл, что важно четко понимать, какой перед вами массажист. И массажисты не все одинаковые. Потом, вот недавно тоже. Говорят, что все массажисты работают одинаково, у всех одинаковая техника. Есть классическая база, на которую все, скажем так, обучены. То есть определенные какие-то движения базовые, которые знают все. Но спустя определенные какие-то годы работы каждый массажист выверивает свою определенную технику. Например, у меня в большинстве случаев это разминание. Там у кого-то будут это там какие-то продавливания, у кого-то будут поглаживания, у кого-то будут растирания.
То есть, обладая большим количеством техник, да, вы можете сделать свою технику, которая будет адаптирована под вас, под ваших клиентов, потому что нету такого, что у одного массажиста абсолютно все. То есть под каждым массажистом приходит определенный клиент, и у него же формируется определенный пул клиентов. Например, массажист, работающий с детьми, конечно, будет иметь клиентов детишек. Массажист, любящий старушек, естественно, будет иметь там больше старушек там, и так далее. Поехали. Поэтому работа массажистов это вся сугубо индивидуальная и даже порой это творческая. Потому что у меня бывали моменты, когда я делал массаж лица, и я просто на ходу выверил свою технику. То есть я добавлял какие-то элементы, которые я раньше когда-то использовал давно-давно, но забыл. То есть бывает такое, что ты уже в своей рабочей технике можешь какие-то дополнительные подключить техники. Тут уже от твоего профессионализма зависит. Потом, какой у нас еще стереотип есть? Господи, профессия на самом деле очень интересная, такая покрытая таким пулом мистики, пулом тайны. И если в ней очень долго-долго разбираться, можно много о чем рассказать. И, вот еще такой интересный момент, что все массажисты, они работают исключительно на дому. Ну, есть такие специалисты, я их ни в коем случае не осуждаю, я сам тоже в свое время работал на дому. Есть, которые предпочитают работать на дому, есть клиенты, которым хочется такой домашней атмосферы, там чай с печеньками, там кофе с зефирками, например, там, чтобы никто их не трогал. Но опять же, важно понимать именно, что вы работаете дома, что все-таки дома лучше отдыхать, а не работать. Но опять же, каждый выбирает для себя. Не все массажисты работают дома. Кто-то предпочитает арендовать кабинет, кто-то уйти в салон, кто-то в клинику, и тут уже зависит непосредственно от самого специалиста. Поэтому нет, мы не все работаем дома. Так что это такой стереотип очень интересный. А что еще у нас, какие есть важные моменты хотел рассказать? Это важно тоже понимать, что люди приходят разные, и нужно обладать определенной толерантностью, потому что бывают люди разных религиозных конфессий. Например, у меня бывали случаи, когда люди определенных конфессий пытались навязать мне свое веры, какое-то исповедание. Я их всегда отвожу аккуратно в сторону, чтобы это было не очень сильно шокирующе и чтобы это сильно их не травмировало. Тут важно тоже чувствовать клиента, как ты его можешь увести. Поэтому работа с людьми на самом деле очень интересная и очень классная. И если вы их на самом деле любите, людей, то, поверьте мне, люди будут это чувствовать, они будут к вам откликаться, они будут к вам возвращаться. Поэтому я надеюсь, этот сегодняшний такой стрим небольшой поможет вам как-то что-то новое узнать из нашей профессии, там, почерпнуть что-то новое, понять, что не все массажисты одинаковые, что не все массажисты проститутки, хуи дрочат, там, пёзды лижут, любят только бабушек и только дедушек. Поэтому нужно открывать свое мышление, открывать свой разум к новому, обучаться новому. Поэтому профессия массажиста многогранная. Мы всегда учимся новому. Люди приходят абсолютно разные, и люди учат нас. Мы люди учим. Поэтому любите свою профессию, обучайте своей профессии, растите своей профессии, и тогда к вам придет успех, и вы будете самым востребованным, самым желанным специалистом. Так что я надеюсь, этот стрим вам понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Мне будет интересно почитать, как вы относитесь к массажистам, какие у вас есть стереотипы про нашу профессию. Всем хорошего дня!